В один жаркий московский вечер старый парк в районе Чистых прудов наполнялся мягким шумом листвы и запахом лип. У дальних аллей стояли шахматные столы, привычное место городских завсегдатаев, где возраст и звание не имели значения. За одним из столов сидел Сергей Павлович Воронцов, седой профессор математики на пенсии. Он приходил сюда почти ежедневно, находя в шахматах ту гармонию и ясность, которой ему так не хватало в одиночестве. Игра подходила к концу, когда к столу подошли трое молодых мужчин. Их уверенность была наглой, почти вызывающей, тот особый тип городских хулиганов, которые привыкли ощущать безнаказанность. Они потребовали освободить стол и, не дождавшись ответа, перевернули доску. Шахматные фигуры упали на жаркий асфальт, как кости какого-то древнего животного, и профессор почувствовал резкую боль, не от толчка, а от бессилия перед чужой жестокостью. Он хотел просто закончить вечер спокойно и тихо уйти, но унижение было слишком грубым. Разлет фигур, сломанный деревянный король и равнодушие людей вокруг — все это обрушилось сразу. Сергей Павлович поднял упавшую ладью, но в этот момент грубый толчок заставил его оступиться. Хулиганы смеялись, будто разрушение чужого спокойствия было их развлечением. Именно в эту секунду между деревьями показалась девушка в спортивной форме, только что завершившая пробежку. Сергей Павлович сразу узнал в ее фигуре грацию и силу, которая была ему знакома с детства. Это была его внучка Екатерина Воронцова. Она вернулась из командировки раньше срока и пришла в парк привычной дорогой. Катя увидела сломанную доску, растерянных стариков и деда, который не мог подняться. Ситуацию оценивать ей долго не пришлось. Взгляд, движение, поведение хулиганов — все складывалось в картину, знакомую каждому, кто хоть раз наблюдал несправедливость. Катя много лет служила в одной из военных частей Министерства обороны, и ее реакция была быстрой и точной. Она стремительно вошла между дедом и нападавшими, показала удостоверение, и ее уверенное, четкое поведение моментально изменило атмосферу. Люди, которые несколько минут назад молчали, поднялись с лавок и приблизились, словно напоминая себе, что пассивность — тоже выбор. Хулиганы, только что такие уверенные, теперь теряли почву под ногами. Они увидели перед собой не просто девушку, а человека, которого нельзя запугать. Катя, действуя уже почти автоматически, вызвала патруль и дождалась приезда полиции. Те приехали быстро и забрали нарушителей, без скандала и сопротивления. Толпа была свидетелем, а Александр Павлович — потерпевшим. Когда все закончилось, парк стал будто тише. Катя собрала рассыпанные фигуры вместе с местными шахматистами, и люди, которые ранее отводили глаза, теперь с уважением смотрели на профессора и его внучку. Сломанный деревянный король она положила деду в ладонь, как знак того, что справедливость иногда нуждается в чьих-то сильных руках. Сергей Павлович медленно возвращался домой по вечернему бульвару. Он шел под кронами лип и думал о том, что мир все еще может быть опасным и грубым, но все же остается светлым, пока рядом есть те, кто готов защитить слабого. И в этот вечер ему впервые за долгое время не было одиноко.